Идеальные условия – это не то, что помогает тебе начать. Часто это то, зачем ты прячешься, ожидая, когда появятся деньги, когда появится свободное время, когда появятся возможности, когда ты чему-то научишься, когда все сложится наилучшим для тебя образом. Но вот неприятная правда. На самом деле ты ждешь момента, когда не будет страха, риска или ответственности. А такого не будет никогда. В этом видео я покажу, как ожидание идеальных условий может съесть годы, чем подготовка отличается от самообмана и как автор действует, когда ничего не готово. В конце дам способ честно посмотреть на то, что есть сейчас, и сделать следующий ход. И эта тема не про продуктивность, не про то, как впихнуть в один день 5 дел, и не про героическое насилие над собой. И эта тема про авторскую позицию. Потому что автор – это человек, который берет реальность, как она и есть, и начинает с ней работать. С ограничением, с нехваткой времени, с недостатком ресурсов, без поддержки, с плохим первым результатом. Вот это и отличает автора от наблюдателя. Наблюдатель, он ждет, когда мир станет для него удобным. А автор спрашивает, что я могу создать прямо сейчас из того, что уже есть. Самая опасная форма ожидания – это слово «потом». Потом начну писать, потом запущу канал, потом займусь своим здоровьем, потом решусь на этот разговор, потом разберусь со всей своей жизнью. Проблема в том, что потом, как событие, никогда не наступает. Ты просыпаешься через месяц, через год, через 5 лет и обнаруживаешь, что условия поменялись, но они не стали идеальными. Появились деньги, но теперь не хватает времени. Появилось время, но не хватает сил. Появились силы, страшно положиться на результат. Появилась техника, но тебе не нравится, как ты выглядишь в кадре. Теперь тебе нравится, как ты выглядишь в кадре, но теперь ты не хочешь. Тебе кажется, что вот-вот сейчас начну, но ничего не происходит. Это бесконечная лестница, это замкнутый круг. Тебе кажется, что еще чуть-чуть, и я вот уже начну. Но жизнь тебе не выдает официальное разрешение, что ты теперь можешь начать. Никакого официального письма с поздравлением, что ты теперь готов, у тебя достаточно сил, техники, возможностей, эмоций, сил. Такого не бывает. И важно, я не говорю, что подготовка не нужна. Она нужна, потому что подготовка – это всего лишь этап, за которым следует следующий шаг. Самое неприятное в этой теме, что ты ждешь комфортных для себя условий. Без риска, без травм, без оценки, без критики, без кривого первого результата, без ощущения, что ты еще не стал тем человеком, каким хочешь на самом деле быть. И авторская позиция в том, чтобы ничего не требовать от старта. Старт – это всего лишь начало движения пути вперед. Старт никогда не докажет твою гениальность. Он просто начнет твой путь. А теперь инструмент, который поможет тебе понять, где ты сейчас. Возьми лист бумаги, сверху запиши свою конечную цель. В левом столбце напиши свои идеальные условия, а в правом то, что у тебя сейчас есть. Например, в идеальных условиях ты написал камера и знание, как снимать. А в реальных условиях ты напишешь телефон. Итак, у тебя есть один телефон, одна идея, одна больная тема, один опыт, которым ты хочешь поделиться, блокнот, в котором ты можешь записать сейчас свою главную идею. Это полезно. Заодно ты узнаешь, куда тебе надо стремиться. Ведь идеальные условия – это отражение того, к чему ты бы хотел прийти в конечном счете. И важный момент. Пока идеальные условия не названы, они действуют как ограничения, которые из тени руководят тобой. Работа с реальностью – это не значит, что ты соглашаешься делать халтуру. Внутреннее содержание ты способен выдерживать на максимальном качестве. То есть в реальных условиях ты можешь снизить качество, но сохранить качество формы. Если нет камеры, снимай на телефон. Если нет ноутбука, пиши в тетрадке. Если нет команды, делай сам. Если нет времени, делай это коротко. Этих действий уже достаточно. Не мечты о старте, а старт. Потому что жизнь меняется там, где ты работаешь с реальностью
так, как она есть. И один важный момент. Ограничения не ослабляют твой результат. Они убирают лишнее. Когда у тебя мало времени, ты вынужден концентрироваться на главном. Когда у тебя не хватает денег, ты понимаешь, без чего твой проект может оставаться самим собой. Когда у тебя нет команды, ты понимаешь, как все работает на самом деле. И когда у тебя нет идеальной формы, ты понимаешь, что мысль должна быть максимально качественной, чтобы без прикрас попадать в цель. Ограничения быстро показывают, есть ли у тебя ядро. Потому что если идея держится только на идеальных условиях, возможно, она слабее, чем ты думал. Действовать без идеальных условий значит согласиться, что результат может быть не таким, как ты ожидал. Что кто-то может не понять, увидеть, что ты сам слабее, чем ты думал о себе. А еще исчезает невинность и появляется ответственность за результат. Пока ты ждешь, можно верить, что внутри тебя есть сила, которой мир пока еще не дал раскрыться. Но когда ты начал, появляется столкновение с реальностью. И факт: плохо или хорошо, получилось или нет, сильно или слабо. И да, это страшно. Но только так начинается рост. Не с фантазий о себе, а с контакта с реальностью. Автор не боится увидеть несовершенный свой результат. Он боится прожить жизнь, так и не начав. Теперь у тебя есть все, чтобы прописать свои первые действия. Не когда-нибудь, не после вдохновения, не когда появятся идеальные условия, а в ближайшие 24 часа. Записать первую минуту видео, написать свои первые 10 строк, смонтировать свое первое тестовое видео. И действие должно быть таким маленьким, чтобы было стыдно его не сделать. Нам не нужен рывок, нам нужен первый контакт с реальностью. Идеальные условия – это красивая фантазия о мире, где тебя не ждут трудности. Но автор действует иначе. Он не ждет, он смотрит на то, что есть, называет ограничения, выбирает ближайший ход, получает результат, сберегая позицию, смысл и ядро. Автор – это не тот, кому повезло с условиями. Автор – это тот, кто в своих условиях создает форму. А я благодарю тебя за твое время. Будь глубже, будь автором своей жизни.